Как правильно принять квартиру от застройщика? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Ваш дом построен, и вы с нетерпением ожидаете получения ключей. Праздновать еще рано, нужно спокойно и ответственно подойти к приемке квартиры. Здесь важно четко соблюсти все формальности с оформлением документов и тщательно осмотреть объект на предмет дефектов. Лучше сразу предложить застройщику исправить все недостатки, а уже потом можно будет праздновать новоселье. Дом сдан. Что дальше? Ваш дом уже построен и сдан в эксплуатацию, и близится заветный день получения ключей. Несложно понять, насколько вам не терпится поскорее заехать в долгожданную квартиру. Однако именно здесь торопиться не стоит. К процессу приемки квартиры нужно как следует подготовиться. И подойти к делу с холодной головой, чтобы впоследствии не было неприятностей, связанных с недоделками строителей. Начнем с формальных вещей. Застройщик должен вас пригласить для осмотра объекта и подписания акта приемки. Временный отрезок, в течение которого вам должны передать ключи, указывается в договоре. Как правило, дольщиков уведомляют заказным письмом примерно за месяц, а то и ранее, до процедуры передачи ключей. Но могут также и просто позвонить или даже прислать СМС. С момента извещения у вас будет ровно 2 месяца на приемку квартиры, и если вы не примете объект в течение этого срока, застройщик вправе подписать акт приемки в одностороннем порядке, без вашего участия. Недобросовестные застройщики иногда этим пользуются, записывая дольщиков на более поздний срок, более чем 2 месяца, ссылаясь на большую очередь. Если такое произошло, следует подстраховаться и сразу же написать официальную претензию в адрес застройщика, иначе он по истечении 2 месяцев может просто воспользоваться ситуацией и подписать одностороннюю приемку. Готовимся к осмотру квартиры. Изначально настройтесь на то, что это теперь ваша квартира и вам здесь жить. Следовательно, и недоделки строителей станут вашей проблемой, если вы их своевременно не исправите. Поэтому подходите к процессу осмотра основательно, ни в коей мере не спешите. Никто не вправе вас торопить, а также не стесняйтесь указать на проблему и записать ее, даже если вам при этом говорят, что она несущественна. Осмотр квартиры лучше проводить днем при естественном освещении, чтобы лучше рассмотреть ее состояние. Постарайтесь это учесть, договариваясь с застройщиком. Также заранее соберите все необходимые инструменты. Вам потребуется фонарик, чтобы осматривать плохо освещенные места, блокнот и ручка, чтобы записывать недочеты, смываемый маркер и обычный школьный мел, чтобы помечать проблемные места на полах, потолках, стенах, трубах, лампочку для проверки патронов и выключателей и дешевый электроприбор, который не жалко потерять, если электросеть окажется неисправна, чтобы проверить розетки. Строительный уровень, отвес, груз с ниткой, строительное правило, а также рулетку и лазерный дальномер. Деревянный молоток для выявления пустот в полу. Женщинам можно просто прийти на каблуках. Спички или зажигалку для проверки работы вентиляции и сквозняков в окнах. А также позаботьтесь о том, чтобы вы могли дотянуться до конструктивных элементов, которые намного выше вашего роста, той же вентиляции или потолка. Хорошим подспорьем станет раскладной стул, табуретка или стремянка. Чтобы не бояться запачкаться в процессе основательного осмотра квартиры, можно взять с собой сменную одежду и обувь. Собираем информацию. Форумы дольщиков и соответствующие группы в соцсетях могут стать отличным источником информации. Дома схожих серий одного проекта или одной очереди нередко имеют одни и те же проблемы. Идеально, если у вас получится установить контакт с соседями по дому, которые уже занимались приемкой квартиры. От них вы сможете узнать, с какими недочетами строителей они сталкивались при приемке. И, конечно же, после этого вы будете знать, куда смотреть и где искать. А здесь информирован значит вооружен. Стоит отметить, что далеко не каждый дольщик самостоятельно занимается приемкой квартиры. Некоторые нанимают помощников, фирмы, оказывающие соответствующие услуги. Возможно, кто-то из соседей сможет порекомендовать таких помощников, которые уже работали в вашем жилом комплексе и знают его слабые места. Одним словом, потратив некоторое время на предварительный сбор информации, вы сможете сэкономить себе время и нервы в будущем. Поддержка специалистов, которые профессионально подойдут к делу приемки квартиры, может оказаться весьма полезной. Если вы далеки от строительного дела или не уверены в том, что не постесняетесь настаивать на исправлении недочетов, стоит рассмотреть данный вариант. Разбираемся с формальностями. Отправляясь в офис застройщика, не забудьте паспорт и договор ДУ, который желательно еще раз перечитать.
Если дольщиков в вашей квартире несколько, нужно обеспечить их личное присутствие или заранее позаботиться о подготовке нотариальной доверенности. Нередко застройщики предлагают подписать акт приемки сразу у себя в офисе. Ни в коем случае не стоит этого делать, как бы вам не хотелось получить заветные ключики прямо сейчас. Перед приемкой квартиры вам нужно получить пакет соответствующих документов. Это акт о сдаче дома в эксплуатацию, технический и кадастровый паспорт, экспликацию, документы на счетчики. Ну и, конечно же, акт приемки-передачи квартиры. Проводим осмотр. Осматривать свои владения можно начинать уже с мест общего пользования, поскольку они относятся к совместному имуществу всех жильцов. Это означает, что любой из них, включая лично вас, может предъявить претензии застройщику при обнаружении дефектов. Таких, например, как треснувшая штукатурка, перекошенные входные двери в подъезде, неработающий лифт. Если квартира расположена на последнем этаже, стоит взглянуть на технический этаж. На первом посмотреть на подвал. Все ли в порядке, исправна ли крыша, не протекают ли трубы в подвале. При осмотре квартиры нужно начать с оценки того, насколько объект соответствует договору долевого участия. В нем указывается весь список работ, которые должны быть выполнены с использованием тех или иных материалов. Если вы видите несоответствие, следует это записать. Итак, начинаем поэтапный осмотр. Входная дверь. Оцените то, как она открывается и закрывается. Протестируйте работу ручки и замка. Осмотрите уплотнительные резинки на предмет целостности. Полы. Горизонтальность стяжки определяется с помощью уровня. Раствор должен быть монолитным, без воздушных прослоек. Нужно простучать весь пол деревянным молотком или походить по нему на каблуках, ориентируясь на звук. При обнаружении пустот он станет гулким. Данный участок следует обвести мелом. Потолки. Проверьте заявленную высоту потолков с помощью рулетки, затем внимательно все осмотрите. Трещин и больших перепадов на стыках со стенами быть не должно, равно как и больших перепадов между плитами перекрытия. Впрочем, последнее не критично, если вы планируете последующий ремонт квартиры с натяжными потолками. Стыки между плитами должны быть надежно и ровно заделаны. Стены. Вертикальность стен можно проверить по уровню или с помощью отвеса, а их ровность с использованием правила. Если вы видите трещины и пятна влаги на стенах, нужно это записать. Если дом сдается с чистовой отделкой, то внимательно проверьте и ее, обои, покраску и так далее. Окна. Этому конструктивному элементу, от которого во многом будет зависеть ваш комфорт, нужно уделить особое внимание. Стыки рамы со стеной должны быть хорошо герметизированы. Можно попытаться это проверить с помощью спичек или зажигалки. Если пламя колеблется, дует. Проверьте работу створок, фурнитуры и уплотнителей, а также осмотрите профили и стеклопакет на предмет повреждений и царапин. Снаружи обязательно должны быть установлены отливы. Вентиляция. Работу вытяжки можно проверить с помощью того же пламени зажигалки. Для этого нужно закрыть входную дверь и слегка приоткрыть одно из окон. Электрика. Проверьте работу автомата. Если вся электрика под ключ уже сделана, то поочередно протестируйте патроны, выключатели, розетки. Если установлен дверной звонок, то и его. Водоснабжение, канализация, отопление. Проверьте работу запорной арматуры, кранов и смесителей, если есть. Тщательно осмотрите все трубы и все вокруг них на предмет подтеков. Особое внимание обратите на стыки труб и тройников. Отопительные приборы должны быть прочно закреплены. Сантехника. Если установлена сантехника, внимательно осмотрите каждый прибор на предмет повреждений. Протестируйте на предмет протечек на соединительных элементах. Унитаз должен быть прочно закреплен, а ванна еще и заземлена. Счетчики. Показания всех счетчиков нужно записать или сфотографировать. Также стоит сфотографировать номера счетчиков для сверки с паспортными данными. Приемка квартиры в новостройке. Подписывать или нет? После осмотра квартиры все найденные недочеты вам предстоит внести в дефектный акт, который будет подписан представителем застройщика. Один экземпляр останется у вас, второй у строительной компании. После этого вам предстоит решить, будете ли вы принимать квартиру с недоделками уже сейчас или же предпочтете подождать исправления недочетов. Практика показывает, что если подписать сразу, то можно потом очень долго ждать гарантийного ремонта. Поэтому лучше немного потерпеть и отложить момент получения ключей до исправления всех дефектов. Однако и перебарщивать тоже не стоит. Основанием для отказа приемки лучше делать только существенные недочеты. К ним не относятся, к примеру, небольшие дефекты косметического характера. Если фактическая площадь квартиры окажется меньше указанной в ДДУ, вы можете потребовать у застройщика компенсацию.
Если площадь будет больше, то придется доплатить. Однако имейте в виду, что застройщик при этом не вправе от вас требовать сумму больше 5% стоимости жилья, даже если разница в площади больше 5%. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.